Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим меню на праздничный стол из 8 блюд. Будем готовить красивый салат-закуску ваза с тюльпанами, салат волшебный и быстрый салат с крабовыми палочками. Также в меню будет 2 вида бутербродов. Очень вкусные рулетики из скумбрии с грибами. На горячее приготовим мясные цибулячки и, конечно же, сделаем нежный торт баунти. Такое меню рассчитано примерно на 8 человек. Сначала приготовим блюда, которые дольше всего готовятся. Первым будем готовить торт баунти. Торт несложный в приготовлении, получается вкусным и напоминает батончик баунти. Сверху и снизу шоколадные коржи, а посередине нежная масса с кокосом. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим бисквит для торта. В миску кладем 125 грамм мягкого сливочного масла. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 100 грамм сахара. Взбиваем примерно 2-3 минуты. В эту массу по одному добавляем 2 яйца. После каждого взбиваем миксером. Наливаем 2 столовых ложки молока и опять взбиваем. В сито насыпаем 100 грамм муки, 2 столовых ложки какао и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все просеиваем в тесто в 2 подхода. После каждого немного взбивая тесто миксером на низких оборотах. Готовое тесто еще раз перемешиваем лопаткой, снимаем муку по краям миски. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40 минут. Бисквит испекся. Вынимаем его из духовки и даем полностью остыть, не вынимая из формы. Если есть время, то лучше бисквиту дать отлежаться ночь, так он будет лучше резаться и меньше крошиться. У бисквита срезаем верхушку. Получившийся корж разрезаем на 2 примерно одинаковые части. Я разрезаю корж с помощью кулинарной струны. Готовим крем для торта. В миску кладем 200 грамм сливочного масла. Наливаем 500 мл холодного молока. Насыпаем 1 стакан сахара и в самом конце добавляем полстакана манной крупы. Все ставим на огонь. Сразу же начинаем перемешивать венчиком. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Доводим крем до кипения. После закипания варим его еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Сразу же в горячий крем насыпаем 200 грамм кокосовой стружки. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Складываем торт. Берем кулинарное кольцо и на дно кладем первый корж. Между коржом и кольцом выставляем ацетатную пленку и зажимаем ее с помощью кольца. На корж выкладываем весь приготовленный крем. Аккуратно выравниваем его ложкой. Сверху все накрываем вторым коржом и прижимаем его к крему. Если любите более влажные бисквиты в тортах, то пропитайте коржи сахарным сиропом или молоком. Готовим шоколадную глазурь. В мисочку ломаем 150 грамм черного шоколада и наливаем 50 мл молока, нагретого примерно до 70-80 градусов. Оставляем на 3-5 минут, чтобы растопился шоколад. Прошло 5 минут, все хорошо перемешиваем. Если шоколад до конца не растопился, то его можно немного разогреть, поставив в микроволновку на 10 секунд. Приготовленную глазурь выливаем на торт. Равномерно ее распределяем по поверхности бисквита. Торт ставим в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он настоялся и застыл. Лучше оставить торт на целую ночь. Торт застыл, снимаем кольцо. Переставляем торт на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Аккуратно снимаем ацетатную пленку. Сверху по краю торт украшаем кокосовой стружкой. Торт баунти получился сдержанно красивым и вкусным. Насыщенный шоколадный бисквит и много кокосовой начинки понравится всем, и детям, и взрослым. Манка в креме совсем не чувствуется, готовится торт несложно. В
Вторыми приготовим рулетики из скумбрии с грибной начинкой. Такие рулетики несложно готовятся и получаются очень вкусными. Их можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Берем 2 тушки скумбрии, уже выпотрошенной от внутренностей и хорошо помытые. Для рулетов лучше использовать скумбрии небольших размеров. Каждую рыбу разрезаем по хребту. Аккуратно руками снимаем филе с одной стороны от хребта. Возле хвоста филе отрезаем ножом. Все плавники тоже отрезаем ножом вместе с костями. Если в филе остались небольшие косточки, их вынимаем руками. Со второй половинкой филе поступаем точно так же. Разделать скумбрию на филе совсем не сложно, так как у рыбы очень мало костей. Обратите внимание, подготовленное филе нужно обязательно посолить, видео я этого не показала. Готовим начинку для рулетов. 150 грамм шампиньонов трем на крупной терке. Подготовленные грибы кладем на сухую разогретую сковороду. Жарим на большом огне до испарения жидкости. Когда вся жидкость испарилась, вливаем немного растительного масла и обжариваем еще несколько минут. «80 грамм сыра трем на крупной терке. И в миску кладем уже немного остывшие обжаренные грибы и тертый сыр. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем начинку. Филе скумбрии кладем кожей вниз, а сверху выкладываем подготовленную начинку. Со стороны головы начинку не кладем, чтобы она не выпадала при сворачивании в рулет. Рулет начинаем сворачивать с хвоста. Так сворачиваем все 4 рулета. Также смотрите на моем канале и другие варианты рулетов, которые можно приготовить на праздничный стол. Ссылка на экране и в описании под видео. Форму для запекания немного смазываем растительным маслом. Подготовленные рулеты из скумбрии перекладываем в форму. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 25 минут. Рулеты из скумбрии получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Их можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Перед подачей на стол рулеты можно нарезать на более узкие части. Они хорошо режутся уже полностью охлажденными. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Третьим на горячее приготовим блюдо закарпатской кухни, которое называется цибулячки. Это нежные мясные рулетики с начинкой из лука. Готовятся они просто и отлично подходят для воскресного ужина или на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим лук. Берем 4 луковицы среднего размера и нарезаем их кубиками. По желанию лук можно нарезать полукольцами. Нарезанный лук кладем в миску. Насыпаем 1 столовую ложку с небольшой горкой сахара. Лук перетираем руками, из него начнет выделяться сок. Сюда же наливаем 2 столовых ложки уксуса. Все перемешиваем. Оставляем мариноваться лук на 15 минут. Пока маринуется лук, подготовим мясо. Берем 1 кг корейки и нарезаем ее порционными пластинками толщиной около сантиметра. Вместо корейки можно взять шею. Каждый кусочек отбиваем молотком с 2 сторон. У меня получилось 17 кусочков мяса. Все мясо раскладываем на доски. Солим его и перчим черным молотым перцем. Приправы распределяем по мясу руками. Готовим рулетики. Берем кусочек мяса и кладем на него примерно 1 столовую ложку маринованного лука. Мясо сворачиваем в рулетик, подворачивая по бокам. Таким методом начиняем все кусочки мяса. Мясные рулетики обваливаем в муке и кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Чтобы рулетики не раскрылись, их желательно положить швом вниз. Когда рулетики поджарились до золотистой корочки с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Обжаренные с 2 сторон мясные рулетики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Готовим соус. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук пассируем на сковороде до золотистости. На сковороду к готовому луку насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки. Все перемешиваем и немного обжариваем муку вместе с луком. Сюда же в сковороду наливаем примерно 400 мл сметаны жирностью 20%. Солим примерно 1 чайной ложкой соли и насыпаем 1 столовую ложку молотой сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же в сковороду наливаем примерно 1 стакан воды и опять перемешиваем. В приготовленный соус кладем уже обжаренные мясные рулетики. Также на моем канале есть и другие праздничные мясные блюда. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сковороду накрываем крышкой. После закипания уменьшаем огонь до минимального и тушим цибулячки примерно 30-40 минут. Блюдо готово, подаем его на стол горячим. Сверху все поливаем нежным сметанным соусом и посыпаем зеленью. Я посыпала измельченным укропом. Цибулячки получаются всегда нежными и сочными за счет лука. Они очень вкусные и ароматные. Такое мясное блюдо отлично подходит к любой каше, картошке или макаронам. Их можно подавать как на каждый день, так и на праздничный стол. Следующими приготовим бутерброды со шпротами. Это простое и очень вкусное блюдо. Хрустящий хлеб, пикантный соус, сочный помидор и ароматные шпроты. Такие бутерброды никого не оставят равнодушными. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 80 грамм сыра трем на мелкой терке. 2-3 помидора среднего размера нарезаем пластинками. Берем примерно 80 грамм майонеза и добавляем к нему 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем. Складываем бутерброды. Ломтики батона смазываем подготовленным майонезом с чесноком. На каждый кусочек выкладываем кружочки помидора. Если помидоры небольшие, то кладем по 2 кружочка. На помидоры кладем по 2 рыбки. Для 12 бутербродов понадобится 2 160-граммовые баночки шпротов. Сверху все посыпаем тертым сыром. Также на моем канале есть и другие рецепты бутербродов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Бутерброды перекладываем в форму для запекания или на противень. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Горячие бутерброды перекладываем на блюдо и украшаем зеленью. Я украсила небольшими веточками укропа. Подаем на стол. Бутерброды со шпротами получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо не раз выручит хозяйку, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и вкусное. Из этого количества ингредиентов получается 12 бутербродов. Пятым приготовим еще один вид бутербродов. Они не совсем обычные и очень вкусные. Тем, кто любит сладко-соленые сочетания в еде, они точно понравятся. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Берем кусок буженины весом около 200 грамм и разрезаем его пополам. Каждую половинку нарезаем тонкими пластинками. Вместо буженины можно использовать ветчину или колбасу. Консервированные ананасы нарезаем небольшими кусочками. Я взяла уже нарезанные ананасы, но кусочки слишком большие, поэтому я их режу на более мелкие кубики. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем бутерброды. Ломтики батона выкладываем на противень от духовки. На каждый кусочек батона кладем нарезанную буженину. Сверху выкладываем кусочки ананаса. Наносим небольшое количество майонеза.
Сверху все посыпаем тертым сыром. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 18 бутербродов. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5-8 минут, пока не расплавится сыр. Бутерброды готовы. Их лучше подавать в теплом виде, хотя и в холодном они тоже очень вкусные. Бутерброды с ветчиной и ананасами получились необычными и вкусными. Готовятся они сложно и достаточно быстро. Такие бутерброды точно захочет попробовать каждый. Шестым приготовим праздничный салат «Ваза с тюльпанами». Салат совсем несложный в приготовлении и очень красивый. Такое блюдо точно понравится всем девушкам. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку для тюльпанов. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. 3 вареных яйца трем на крупной терке. В миску кладем подготовленный сыр и яйца. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока. Начинку заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Также начинку можно посолить по вкусу. Помидоры черри разрезаем на 6 примерно одинаковых частей, немного не дорезая до конца. Серединку с семенами аккуратно вынимаем ложкой. Мне для салата понадобилось 400 грамм помидоров черри, по количеству их получилось 14 штук. Все помидорчики наполняем приготовленной начинкой. Сначала раскрываем помидор, кладем начинку и закрываем помидор, формируя красивый цветок. Так заполняем все помидоры. 1 желтый перец разрезаем пополам. Для салата понадобится только половинка перца. У перца вырезаем плодоножку с семенами. Серединку перца заполняем оставшейся сырной начинкой. Перец срезаем вниз, кладем на большое овальное блюдо, имитируя вазу. Раскладываем перья зеленого лука. Сверху кладем начиненные помидорчики, имитируя цветы тюльпанов. Также на моем канале есть и другие рецепты красивых и необычных салатов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Заполняем промежутки между помидорами и зеленым луком. Нижнюю часть букета украшаем листьями петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Ваза с тюльпанами» получился очень красивым и, конечно же, вкусным. Готовится быстро и несложно. Такой салат точно понравится всем девушкам. Тюльпанчиков можно сделать еще больше, так как они очень быстро расходятся по тарелкам. Седьмым приготовим салат волшебный. Он очень вкусный, ингредиенты все доступные и их немного. Готовится такой салат просто и достаточно быстро. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон и посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Когда мясо поджарилось с 2 сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово. Вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими брусочками. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Хорошо разогретую сковороду смазываем сливочным маслом. Выливаем 1/3 часть яичной смеси и жарим сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. На другой стороне готовим буквально несколько секунд и снимаем с огня. Из этой массы жарим 3 таких яичных блина.
Пока блины еще теплые, сворачиваем их трубочкой и оставляем их до полного остывания. После остывания трубочки из яичных блинов нарезаем колечками. Стараемся, чтобы колечки не разваливались. 250 грамм огурцов нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем брусочками. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На дно большой круглой тарелки выкладываем микс из салатов. Я использую одну пачку салата весом 180 грамм. Диаметр моей тарелки 28 сантиметров. На салат наносим сеточку из майонеза. Сверху выкладываем нарезанную куриную грудку. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем на тарелку выкладываем огурец, нарезанный брусочками. Опять наносим майонез. Сверху аккуратно раскладываем яичные рулетики. Все украшаем зеленым луком. Сверху посыпаем кунжутными семечками. Кунжутные семечки можно заменить измельченными орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат волшебный получился очень вкусным и красивым. Яркий вид салату придают салатные листья и яичные рулетики. Сочность придает свежий огурец, а сытность мяса. Приготовьте такой несложный салат, я думаю, он вам тоже понравится. И последним блюдом приготовим быстрый салат с крабовыми палочками. Салат очень легкий в приготовлении и выглядит на столе ярко и сочно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. Маринуем лук. Берем половину средней луковицы и нарезаем ее мелкими кубиками. Понадобится только половина луковицы. Нарезанный лук кладем в маленькую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Наливаем 1 столовую ложку уксуса. И все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворился сахар и соль. Оставляем на 10-15 минут мариноваться. 200 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль пополам и нарезаем полукружочками. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на 4 части и чистим его от сердцевины. Очищенное яблоко нарезаем пластинками, а затем кубиками. Если яблоки небольшие, то их нужно взять 2 штуки. 4 вареных яйца нарезаем кубиками. В большую миску кладем нарезанное яблоко, подготовленные крабовые палочки, яйца. Насыпаем 1 банку консервированной кукурузы и добавляем маринованный лук, предварительно слив с него жидкость. Салат перчим черным молотым перцем. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с крабовыми палочками получился сочным и вкусным. Особую свежесть салату придает яблоко. Готовится он быстро и совсем не сложно. Такой салат отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Меню на праздничный стол получилось красивым и разнообразным. Блюдо готовится несложно. Это меню рассчитано на 8 человек. К мясному блюду цибулячкам предполагается подавать горячую картошку. Если вам понравилось такое меню на праздничный стол, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.